Еще раз добрый день, дорогие друзья, всем, кто подключился сегодня. Сегодня мы продолжаем взаимодействие со структурами светлиц. Ну, в частности, мы будем продолжать тему, которую мы до этого заявляли, конструирование тела. Но конструирование тела — это такая многообразная тема, не касающаяся только какого-то одного изделия. Когда-то у нас было одно изделие, конструктор тела, но сейчас оно у нас как бы разнесено на несколько. Ну, в частности, вот мы в прошлый раз с вами взаимодействовали со структурой чаши радости. Чаша радости — это вот устройство, которое позволяет нам работать с вещественными потоками, которые мы вводим в свой организм. Но кроме вот у нас самого тела, у нас есть еще какие-то ипостаси, да, то есть в частности есть душа, есть разум. И их можно использовать для того, чтобы тоже взаимодействие с телом было более эффективным. Потому что мы все находимся в одном теле, да, и разум, и душа. Поэтому, опять же, предлагаю для начала какую-нибудь задачу себе поставить на это, да, потом мы придумаем имитационную модель, в рамках которой мы будем взаимодействовать. Дальше мы сделаем действие игровое. И дальше уже будем после игры смотреть, как все это разворачивается, какие получаются результаты. И если результаты у вас получаются, ну, рекомендую в чате WhatsApp в нашем написать о своих каких-то впечатлениях, что получается, что не получается. Те, кто пишут, они тем самым усиливают, создают дополнительную обратную связь и усиливают вот те наработанные качества, которые у нас в процессе взаимодействия получаются. То есть у нас не только как бы мы рассматриваем какие-то изделия, как с ними работать, а мы здесь еще можем реализовывать некие синтезные процессы, да, то есть соединять разные типы структур, так как у каждого, кто здесь находится, у него есть возможности использовать те качества, которые у них, и вот из всех качеств, которые у нас есть, мы можем собирать какие-то новые качества, получать, которые раньше были недоступны. Поэтому у нас еще здесь присоединена структура чаша, вернее, золотой маски. Поэтому мы берем какой-нибудь косметический препарат, крем какой-нибудь и кладем перед компьютером для того, чтобы он у нас повзаимодействовал за время вот нашего ну, то есть у нас структура золотой маски присоединена, и через наш Zoom мы с этой структурой тоже можем взаимодействовать. Те, у кого нет золотой маски, могут это делать через вот тот поток структур, который идет через экран. И поэтому крем, который мы кладем перед экраном, он тоже начинает взаимодействовать со структурой золотой маски и заряжается. Вот у нас золотая маска, она имеет две части. Да, вот одна часть у нас, которая накладывается на лицо. Вот такая вот с прорезями для глаз. И вторая часть, это которая идет вот на шею. Так вот она накладывается. Вот, и это для того, чтобы... То есть изначально она создавалась как некое такое косметическое омолаживающее средство для того, чтобы можно было уменьшить влияние, ну, усилить влияние каких-то вот косметических средств, которые люди используют. Но, как всегда, у нас все изделия непростые, и они имеют еще дополнительные какие-то характеристики, которые открываются в процессе взаимодействия. А какие же вот необычные качества есть у золотой маски? Но у золотой маски есть возможность согласовывать на структурном уровне, да, сетевые наши структуры, которые в нас есть, не только на уровне тела, на уровне души и разума. То есть это такая вот получается сетевой адаптер, но сетевых связей, которые есть у нас. Да? То есть у нас есть в теле целая куча сетей, есть вне тела множество разных сетей, с которыми мы взаимодействуем. Ну, имеется в виду, внутри тела у нас нейронная сеть, там сеть сосудов, легких у нас есть сеть фрактальная, да, то есть выстроена альвеол по этому фрактальному принципу. Ну и есть сети вне нас, да, сети бионета, которыми мы тоже взаимодействуем. Так вот, душа, она тоже является такой сетевой структурой, потому что говорят, что все души, которые есть на Земле, это части, в общем-то, какой-то одной такой глобальной души.
И вот в процессе взаимодействия вот эти частички пытаются найти какие-то общие контакты, наладить взаимодействие, научиться чувствовать то, что лежит за гранью наших чувств. Да, то есть душа, она, как еще ее называют иногда, чувствилище, то есть она предназначена для того, чтобы что-то чувствовать. Но вот эти чувства, которые у нас возникают, они не всегда могут проявиться. То есть, ну, как-то вот люди не любят свои чувства проявлять, выражать очень часто, да, почему? Ну, как-то говорят, вот неправильно меня поймут, там, как-то обо мне будут думать совсем не так, как я думаю, как я считаю, что я вот такой, а вот обо мне будут думать не так, как я хочу, чтобы обо мне думали. Может, я и такой, но вот если они не будут так думать, то это будет хорошо. И поэтому человек начинает замораживать свои вот эти какие-то качества, свои чувства. И мы знаем, что если человек, который совсем замороженный, его как называют, да, как он себя ведет, говорят, отморозок какой-то. Да, то есть вот человек, который вообще мир этот не ощущает, ведет себя совершенно без согласованности с этим миром, и с ним невозможно, ну, какие-то наладить контакты. Но за счет чего образуются вот эти вот замороженности нашей частей нашей души? За счет того, что у нас есть определенные маски, которые мы надеваем на себя для того, чтобы в социуме предъявляться в доме, предъявляться со своими родными. И вот эти маски мы все время на себя надеваем, и этими масками потихонечку себе вот эти границы устанавливаем. Да, то есть это как бы игровые маски с одной стороны, а с другой стороны они нам что помогают? Они же не просто так возникают, да? То есть они нам помогают как бы упростить наше существование. Потому что если мы выходим за рамки этих масок, мы начинаем что впускать в себя? Впускать в себя некий страх. Боимся, что вот будет что-то не так. Но этот страх опять же замораживает наши чувства. Говорят, застыл от страха, да? То есть как бы, вот человек застывает, у него все это начинает уплотняться, его чувства, и вместо чувства полета и чувства радости, которое у него есть, появляется некий комплекс таких состояний, которые далеко не те, которые ему нужны. Ну вот мы попробуем сегодня повзаимодействовать со структурой золотой маски, чтобы вот что-то разморозить в себе, какие-то чувства, какие-то отношения. Для чего нам это надо? Ну, опять же, вернемся к структуре матрицы развития. Мы к ней уже обращались неоднократно, давайте на нее еще раз посмотрим. Вот у нас есть матрица развития, да, то есть, о которой мы уже говорили. Это возможность через взаимодействие тела, души и разума, да, друг с другом создавать производные от этого, да, то есть новые качества, которые нам необходимы. Да, то есть когда тело обучает душу, тело обучает разум, и наоборот, душа обучает тело, душа обучает разум, и то есть они друг друга взаимодействуют и помогают создавать вот эти новые характеристики. Ну, мы в прошлый раз говорили о душе тела немножко, да, то есть это качество экспертности, да, то есть когда тело становится душевным и более чувственным, оно начинает чувствовать то, что раньше не могло почувствовать, да, то есть, но кроме этого, мы с телом еще имеем возможность обратно другую связь, да, то есть когда тело становится душевным. Это вот душа тела, а когда душа становится телесной, да, то есть когда обретает какое качество, то есть обладательности, да, то есть когда душа начинает себя транслировать в этот мир, в вещественный мир. Через что мы можем транслировать себя, свою душу в вещественный мир? Ну, через то, что у нас, как говорят, является зеркалом души. Глаза. Глаза – зеркало души. То есть у нас есть свет, который у нас идет из глаз. И когда нарабатывается качество телесности, появляется такое качество, как называется биолазер. То есть человек может своим взглядом менять эту реальность в зависимости от того, что она ему необходима. Ну, то, что необходимо, это уже ментальное конструирование, что он хочет придумать. Да? То есть это уже тело разума. Поэтому сегодня мы попробуем заняться всякими душевными практиками. То есть для чего? Для того, чтобы можно было вот повзаимодействовать на уровне тела и души.
То есть нам нужны два вот этих качества: душа, тело, и вот это вот тело души, которое мы попробуем с ними поиграть. Значит, что для этого мы будем делать? То есть, во-первых, почему это нам необходимо? Да? То есть это нам необходимо для того, чтобы можно было выстраивать новые линии во времени. Ну, давайте вот посмотрим. Да? То есть у нас есть тело, если считать, что это прошлое, душа настоящее, разум будущее. Да, то есть у нас появляется такая линия времени, вот вертикальная такая. Прошлое, настоящее, будущее. Но вот если посмотреть в этой матрице, у нас появляется еще одна линия времени по душе. Вот тут вот есть душа тела, просто душа души, да, и душа разума. То есть у нас появляется еще одна ось во времени. Здесь у нас есть тело, есть душа, и здесь есть разум. То есть у нас появляется еще одна ось времени. То есть изменение оси времени – это что у нас? Это у нас возможность выстраивать не линейные во времени события, а события, которые во времени имеют разнонаправленность, да? То есть как бы разные векторы во времени. Тогда мы выходим за пределы временных событий, можем уходить в прошлое, можем уходить в будущее, можем двигаться в перпендикулярных направлениях временных. Ну и здесь еще есть две дополнительных возможности взаимодействия через разум и через тело. То есть два таких треугольника, но о них мы потом поговорим. Но фактически, когда мы начинаем менять характеристики времени, у нас появляется такая вещь, которую мы можем назвать монада. Да? То есть вот если мы говорим прошлое, настоящее и будущее, у нас здесь, но здесь у нас еще одна ось получается: прошлое, настоящее, будущее. И, соответственно, через вот взаимодействие это мы можем двигаться по монаде в зависимости от того, что мы хотим получить, какие результаты, по какой траектории мы хотим перемещаться в будущее. То есть у нас появляется возможность на уровне тела, разума и души расширить наши интервалы взаимодействия со временем. То есть не здесь, не только здесь сейчас, но уже где-то в будущем. То есть уже мы можем что-то прогнозировать, можем исследовать прошлое, то есть экспертно на базе этого прошлого работать, а не только за счет разумных каких-то аналитических своих способностей. То есть, ну, это вот опять же кратенько, если вернуться к... Почему нам это важно? Да? То есть потому что мы в жизни все время куда-то двигаемся. И мы в этом движении можем оставлять какой-то след. И вот тот след, который мы оставляем в этой жизни, он может быть разный. Да? То есть он может быть... Мы же не только в пространстве двигаемся, но и во времени. Да? То есть поэтому мы можем во времени делать какие-то временные переходы. Мы можем это делать незаметно для себя, и, то есть шаг туда, шаг сюда, и как бы топчемся на месте. А можем целенаправленно куда-то смещаться в какие-то временные рамки. Ну, как проходить через какие-то определенные порталы. Вот у нас в прошлую субботу, у нас не было занятий, да, то есть на прошлой неделе. Почему? Ну, потому что у нас была экспедиция здесь по Литве на байдарках. У нас такая традиция. Ежегодно мы собираемся тут небольшой компанией и на байдарках делаем заплыв. Ну и можно просто проплыть куда-то там по речке, но понаслаждаться природой. Все, да. Все. Можно это рассматривать как некий трек, который мы прокладываем в пространстве времени. И вот этот вот каждый поворот речки, это, соответственно, у нас переход из одной реальности в другую. Ну, давайте мы посмотрим несколько просто фотографий из этой экспедиции. Вот у нас заплывы на байдарках. Это, опять же, не просто движение в природе, а это движение в пространстве времени. Когда мы ставим такие задачи, то мы начинаем перемещаться и изменять какие-то реальностные характеристики под те задачи, которые у нас есть. Ну, это как несколько просто снимков сделал. Тут снимков было гораздо больше сделано на других, но я не стал их пока вставлять, потому что это просто небольшое впечатление, да, то есть о этом таборе, в котором мы потом остановились и потом ночевали в палатках. Вот. Тут лебеди приплыли со своим семейством
рэкет такой устроили, давайте хлеба им, мол, а то будем на вас шипеть. Пришлось их кормить. Поэтому вот любой экспедиционный маршрут, который делается в рамках структурных взаимодействий, это всегда взаимодействие, с одной стороны, со средой, в которой мы оказались, а с другой стороны, это все равно выстраивание каких-то структур, которыми мы можем оперировать не только локально, а уже используя возможности этой местности. Да, то есть возможности движения по той же монаде, потому что та же речка повернула, да, то есть вот мы уже сделали некое движение по этой монаде, о которой вы только что сказали. Да. Вот другой поворот, мы уже перешли опять же из какого-то прошлого в какое-то будущее и попали уже немножко в другую реальность. И, соответственно, разные такие движения фактически открывают какие-то проходы, которые в те реальности, которые были ранее недоступны. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь к нам на следующий год. Мы сделаем еще такой же заплыв, но уже в большей компании. То есть это достаточно интересно и познавательно. То есть достаточно интересные ощущения возникают, как некое такое чувство вдохновения и объединения тех людей, которые вот поучаствовали в такой интересной практике. Ну так вот, как бы немножко это про теорию. Значит, что еще про повязку, про маску золотую хочется сказать? То, что это тоже инструмент для того, чтобы мы могли настроить свою душу на рабочий лад, для того, чтобы открыть в ней какие-то вот новые возможности взаимодействия, открыть какие-то те чувства, которые там были скрыты, и проявить это в своей жизни. Потому что если, говорят, вот косметику для чего применяют? Ну, для того, чтобы какие-то дефекты в теле, вот там что-то там сморщилось, надо выправить, и чтобы оно теперь гладенькое было. Но если у нас что-то сморщилось в душе, ну, то крем как бы и не поможет. То есть, а это все равно будет проявляться на лице. То есть, поэтому, если у нас душа страдает и ей что-то там не так, где-то там что-то болит, оно может и не чувствуется где-то. Почему? Ну, где-то в прошлом какая-то травма, может быть, совсем в далеком прошлом, еще в прошлой жизни что-то мы там где-то не так сделали, не то почувствовали, да, то есть это вот висит таким грузом на человеке. Поэтому золотая маска — это не просто как бы вот мы нанесли какой-то косметический препарат на себя, и вот с маской полежали, и что-то там у нас выправилось. Это возможность, опять же, что-то в своей душе раскрыть, то есть сделать еще такую косметическую процедуру со своей душой, с тем, чтобы она открыла в себе что-то новенькое и начала это вот новенькое в своей жизни проявлять. Поэтому вот мы сейчас, хотя сидим здесь, вот вроде бы как просто смотрим на экран, но на самом деле пытаемся вот через эту маску со своей душой взаимодействовать. Ну, еще и вот делаем заготовку какого-нибудь крема, который нам потом еще тоже может пригодиться. Переносим эту структуру золотой маски на вот эту косметическую. Поэтому, если у кого золотые маски есть, вы можете дома тоже также взять какой-нибудь крем и еще тоже его на эту маску положить, и чтобы он у вас эту структуру в себя впитал. Потом вы его наносите на крем, накладываете золотую маску и лежите, слушаете, где откликается. Потому что откликаться начинает на самом деле не только вот на лице, начинает откликаться где-то в разных частях тела. И вот этот процесс можете наблюдать и ощущать, что у вас меняется, что вы начинаете чувствовать при этом. Может, какие-то ассоциации возникают, какие-то мысли, какие-то слова благодарности к кому-нибудь вы вдруг вспоминаете. Слова радости и счастья. Ну, потому что плохое мы все отметаем. Это всякий мусор, который нам достался где-то из прошлого. И мы его пытаемся вытеснить тем хорошим, что у нас на самом деле в нашей душе существует. Поэтому какие есть вопросы? Что маску надо наложить на лицо, но носить ее как бы вот долгое время неудобно. Она достаточно, ну, как бы громоздкая, как бы загораживает много, поэтому лучше все-таки с ней полежать или посидеть. Какая структура души тела? Структура проявляется души тела как усиление экспертности, как повышение чувствительности, как появление возможности начать слышать мир совсем по-другому. То есть начать слышать других людей, начать слышать
и воспринимать окружающую природу по-другому, да, то есть начать на нее настраиваться, и тогда действия, которые мы делаем как возможность изменения в этой вот среде. Не просто как бы мы ощущаем, что тогда наше действие, оно что-то меняет. То есть вот, ну, мы вставляем этот свет, и этот свет на самом деле начинает влиять. Но если мы этого не чувствуем, ну, у нас свет хаотически получается. Мы его оставляем, и он на самом деле для нас ну, никакой значимости может и не иметь. Да, то есть, а здесь имеется в виду, что развитие качества души тела позволяет нам вот эти экспертные возможности ну, доводить до такого, чтобы мы начинали быть вот этими конструкторами. Да, то есть конструкторами, мы же говорим о конструкторе тела. То есть, если мы хотим что-то поменять в своем теле и не будем чувствовать, что мы делаем, как в нашем теле отражается, то ну, на самом деле это неправильно. Да? То есть, поэтому для того, чтобы быть хорошим конструктором, быть хорошим оператором, надо обязательно быть и хорошим экспертом. Поэтому без развития экспертных качеств, к сожалению, операторное качество развивать достаточно проблематично. Потому что можно и дров наломать, ну, то есть как бы из благих намерений, вроде бы человек начинает что-то делать, а реально на самом деле он достигает, на самом деле, ну, об этом много говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Это как раз о том, что человек думает, что он делает хорошо, оно не чувствует, что он делает, и поэтому получается ну, какой-то другой совсем эффект. Поэтому душа тела – это в первую очередь возможность наращивания экспертных чувств, чтобы чувства были разнообразные, многообразные. Да. То есть, ну, вот у нас есть такая технология, энтропин называется. Ну, как бы так условное название, пока мы так остановились на нем. Это возможность присоединения структур к интернет-каналам. Да, то есть это что тогда получается? То есть у нас есть вот интернет-канал, к которому мы связаны, мы начинаем его модулировать, и вот эта структура привязывается к этому каналу. То есть, ну вот, это как бы развитие той темы, когда мы говорили, вот картинкам можно привязать структуру. Да, то есть, а можно не к картинкам, а вот, допустим, к этому вот трансляционному каналу. То есть, поэтому получается, что мы с той информацией вместе, которую передаем через этот канал, она также транслируется еще и структура. То есть, это как бы наложение. То есть, есть вот поток информационный идет, на него накладывается структура, поэтому этот канал передает эту структуру вот тем, кто взаимодействует с этим каналом. Ну, когда-то вот, помните, Чумак заряжал что-то там через экран телевизора, да, то есть вот на самом деле тот же самый эффект как бы он делал, только там как бы народ насмехался над этим, а вот профессор Коротков, он с Чумаком работал, и они пробовали действительно он меняет характеристики воды, да, то есть вот с помощью эффекта Кирилян было показано, да, действительно, Чумак руками помахал возле воды, а вода поменялась, у нее светимость поменялась, у нее появилась яркость повысилась этого свечения, плотность этого свечения увеличилась, да, то есть и видно, что это не просто как бы какие-то слова, а это реально как бы вот взаимодействие с реальностью. Поэтому вот та технология энтропина, о которой мы говорим, что она дает? Она, с одной стороны, дает уменьшение влияния помех, которые вот тоже передаются через информационное пространство, а с другой стороны, повышение мерности взаимодействия. То есть мы через вот эти вот взаимодействия повышаем мерность. И вот это нам, кстати, качество дает возможность здесь соединять, да, то есть друг друга, да, в некую общую структуру. И в результате этого получается еще синтезный процесс. Вот у нас Наташа Зайцева, она иногда прописывает нам, что при этом происходит еще на неком вот этом структурном плане. То есть на самом деле это каждый может наблюдать свои какие-то особенности, и поэтому если у вас есть какие-то наблюдения, что при этом еще происходит в неком невидимом мире, то очень интересно было бы поделиться этими впечатлениями, потому что, опять же, когда вы делитесь своими впечатлениями в чате или еще где-нибудь, вы тем самым усиливаете вот тот эффект, который вы получаете в результате взаимодействия. То есть поставили задачу, начинали решать, а потом вот эта информация, которую вы описываете как свои состояния, как свое видение, она начинает усиливать вот эту вот
общий комплекс структурный, который для вашей задачи был сформирован в результате наших взаимодействий. Кроме этого, есть возможность обмена качествами. У одного есть одно качество, у другого другое качество, повзаимодействовали, обменялись качествами. И в результате этого получили возможность еще более эффективно в этой жизни себя проявлять с меньшими затратами времени, с меньшими затратами энергии и реализовывать свои какие-то, попрактикуемся. Взаимодействуем вот через вот эту структуру золотой маски, но попробуем опять же эксперт-операторное взаимодействие. Почему? Потому что самому наладить вот эти взаимодействия достаточно сложно внутри самого себя, да, то есть тело с душой, разумом, да, то есть, но когда мы имеем эксперта и оператора, то что у нас получается? У нас есть здесь тело, душа, разум, здесь тело, душа, разум, и мы можем, соответственно, вот эти связи начать выстраивать для того, чтобы можно было вот это вот взаимообучение проводить. Значит, смотрите, вот мы когда говорим о человеке, о его теле, то мы обычно вот локализуем, ну вот как бы вот то, что мы можем потрогать. Но ведь мы можем потрогать, вот рубашка, это что? Это тоже как бы получается часть нашего тела, да? То есть вот мы, квартира наша, в которой мы находимся, это же тоже часть нашего тела. Наши родные, наши близкие, это тоже как бы опять же часть нас. Мы с ними все время взаимодействуем, у нас все время есть некий обмен. Да, светом, там, звуками, информацией, веществом и так далее. Поэтому мы сейчас попробуем взаимодействовать на уровне тела, душа. Ну, какой у нас здесь рабочий инструмент? Ну, это у нас, опять же, вот наши ручки световые, которые у нас есть, как излучатели. Да? То есть у нас с каждого пальчика идет лучик, мы можем его усилить, да, то есть, как бы, и прокачать наши руки. Да. Похлопаем еще друг другу. Аплодисменты. То есть разогреваем руки, то есть чтобы световые потоки у нас, если у вас есть еще возможность там использовать, ну, вот наши брачистые лучистые, то это тоже будет очень здорово, потому что они тогда усиливают и прокачивают эти световые каналы, которые у нас есть на руках. А это фактически взаимодействие со всем телом, потому что у нас на пальчиках заканчиваются все канальчики, да, то есть тогда что мы сейчас будем делать? Мы вот этими пальчиками будем сейчас пытаться свет направить на другого человека. У нас будет один человек экспертом, другой оператором. Оператор у нас будет вот подсвечивать вот этими вот пальчиками, направляя, ну куда? Ну, на лицо, естественно, да, то есть, которое у нас видно. Поэтому лицо вроде бы как часть тела, но мы знаем, что тело это у нас связано с душой, у нас внутри находится вот наша душа, да, то есть тем более есть тут глаза, которые с ней непосредственно связаны. И поэтому эксперты, они с закрытыми глазками будут сидеть и слушать, да, слушать себя, слушать свою душу, слушать, какие чувства у них возникают при этом. И пытаться реагировать, проявлять эти чувства на своем лице. Ну, как бы, если мы говорим о чувствах, да, то есть как у нас, ну, там, если чувство, там, удивления, ну, глаза открыл, да, то есть если радости, ну, можно радость проявить, да, то есть можно ужаснуться, можно что-то еще сделать, то есть как бы массу чувств мы можем проявлять на своем лице. Поэтому лицо может локально проявить, да, то есть как бы оно где-то вдруг захотелось какую-то мышцу там сократить или еще что-то. То есть мы начинаем на лице проявлять вот это другие состояния свои, которые у нас внутри начинают возникать, да, то есть, а те, кто подсвечивают, они как бы пальчиками что делают? Они не просто там что-то там в душу залезли и там, ну, давай там топтаться, да, то есть как бы нет. Это очень такая как бы локальная, что мы делаем? Мы как бы точечно пытаемся вот лучиками подсветить, представляя, что душа это такая тоже некая сеть, да, то есть некая сетевая такая штука, и в ней как бы есть такие струны, как натянутые. Поэтому мы, касаясь вот этих вот как бы струн, мы начинаем настраивать вот эти струны, как бы где-то добавили света, да, то есть там струнка отстроилась и стала более звучная такая, то есть зазвучала, то есть как бы начинаем
слушать, поэтому мы не просто как бы там руками шевелим, а мы начинаем слушать, а как, чего касаемся мы, где касаемся, какими точечно, чтобы, не дай бог, чего-то там не сделать, да, то есть, ну, мы не хотим же делать, раз нет, ну, значит, мы не будем делать, то есть, если мы делаем что-то не так, то это не так, не проходит. Почему не проходит здесь? Потому что мы здесь организуем взаимодействие ну, по трем принципам. Да? Три принципа, которые здесь должны присутствовать. Ну, принцип контакта, у нас он есть, мы контакт наладили, визуальный. Принцип симпатии, если мы соглашаемся на этот контакт, значит, он у нас тоже реализован. И принцип подобия, значит, мы обязательно не сделаем другому то, что мы не хотели бы, чтобы сделали мне. Значит, если принцип подобия реализован, то, естественно, у нас ничего плохого тут не может произойти. Потому что мы не забываем, что связь двусторонняя, да, то есть что мы туда, то и к нам обратно проходит. Поэтому, естественно, мы делаем только что-то хорошее. И начинаем, ну это как бы вроде как корчим что-то рожей. Но тем самым мы что делаем? Мы освобождаем мышцы, мы их расслабляем, потому что вот эти вот, они непосредственно связаны с состоянием нашей души. Если мы начинаем мышцами играть, то мы на самом деле начинаем в душе ослаблять какие-то вот привязки какие-то там груз какой-то снимать от этого. То есть вот эти токсины, которые набраны нашим лицом, токсичность, да, то есть как бы, которую мы набрали за наше время, мы начинаем убирать. Так, вот у нас появилась еще Любовь Царева, но тогда мы с вами, Люба, будем вместе. То есть у нас работа идет руками, да, то есть как бы тогда мы начинаем легко, тогда эксперты у нас закрывают глазки, ну, чтобы было видно, что кто у нас. Непонятно? Виктория, вы сейчас оператор. То есть вы будете сейчас ручками, как бы вот Наташи, которая у вас вот тут тоже на экране, передавать вот этот свет своих пальчиков, да, то есть как бы, но аккуратненько так как бы вот, а она на своем лице будет отображать восторг от этой операции. То есть изменяя мимику, потому что мимика это у нас возможность отразить вот эти наши качества на лице. Мы проявляем, что проявляем, да, то есть если мы хотим, чтобы у нас было больше наличности, значит, ну, наличности нашей должно проявляться как можно больше разных чувств. Тоже еще раз погладим себя, свое лицо, попробуем обменяться мнением. Вы когда рассказываете, вы, говорю, тем самым усиливаете состояние, и вы как бы усиливаете тот эффект, который вы хотите получить. То есть задачу-то поставили на начало занятия, поэтому вот задача-то еще продолжает решаться, не так, что вот закончилась и все теперь. Она все равно, как бы структура продолжает развиваться, продолжает улучшать. Поэтому любая обратная связь, она усиливает вот этот процесс. Так, ну что ж. Опять же, просьба все-таки всем участникам, несмотря на то, что вот тут немножко поговорили, написать в чате своих впечатлениях, состояниях, так как у нас много людей, которые не участвуют, вот, не могут участвовать по каким-то причинам в вебинаре, но тем не менее являются участниками чата, и они могут об этом узнать, потому что любая обратная связь, я говорю, она усиливает, в общем-то, все бионет-сообщество, независимо от того, кто что пишет, и одновременно усиливает того человека, который это пишет. То есть еще раз еще хочу сказать про золотую маску. Ее люди по-разному используют. Так как у нас есть две разных части, люди даже не только на лицо, там бывает куда-то где-то что-то там не так, не только на шею, да, то есть там на ногу, на колено, там еще куда-нибудь привязывают и носят, и тем не менее результаты хорошие получают. Поэтому можно творчески подходить к этому изделию и использовать его более разнообразно, чем то, что написано, например, в описании. Но, тем не менее, применение этого изделия, оно дает человеку возможность отстроить какие-то возможности своей души таким образом, чтобы она активно включилась вот в те дела, которые есть у человека, и начала проявляться в его жизнедеятельности, в его творческих состояниях.
Ну, то есть что-то в своей душе, что-то новенькое открыть. Вопросов нет, да? Ну, хорошо. Тогда мы будем с вами начинать процедуру прощания, петь песенку сложную такую, из 2 куплетов состоящую. До свидания. Ку-ку. Ку-ку. До встречи. Спасибо за встречу. Спасибо за все.